Привет, друзья! Сегодня героем нашего обзора станет новый Poco M4 Pro, который только вчера показали на презентации. Не путать с Poco M4 Pro 5G, это две совершенно разные модели. Мне удалось получить новинку еще до презентации, и в течение 2 недель я активно тестировала девайс. И здесь действительно есть что обсудить, поэтому мы и сделали подробный обзор, где расскажем обо всех нюансах новинки. Так что с вас лайк, подписка, и мы начинаем. И начнем традиционно с комплектации и дизайна. Только взглянув на коробку нового M4 Pro, пользователю даже без надписи на упаковке становится понятно, что это явный представитель семейства Poco. Яркий фирменный желтый цвет, никаких изображений устройства, в общем, все как любят поковцы. Внутри все также осталось без изменений. Нас традиционно встречает комплектный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, 33-ваттный блок питания и, собственно, сам смартфон. Из года в год компания радует пользователя широким комплектом, не гонится за трендом экологичности и экономичности и стабильно прикладывает в комплект блок зарядки. Приятно, что не говори. Но перейдем к самому смартфону. Дизайн. Передняя панель традиционно мало чем может удивить в плане дизайна. В Poco M4 Pro мы видим уже вполне привычную картину. Небольшие рамки по бокам и над экраном, чуть более выраженный подбородок и достаточно большой вырез для фронтальной камеры в верхней части экрана по центру. Зато сзади все в традициях Poco. Основной визуальный акцент сделан на камере. И если в предыдущей модели ее выделили только черным цветом, который контрастировал с общей расцветкой телефона, то в M4 Pro модуль камеры выступает по всей ширине корпуса по типу Xiaomi 11 Ultra. Решение спорное и на любителя, на мой взгляд. Единственным плюсом могу отметить то, что с подобным дизайном камеры смартфон на спинке будет ровно лежать на столе и не будет качаться, в отличие от того же Poco F3. Правда, чехлом этот момент тоже успешно компенсируется. В целом смотрится M4 Pro неплохо, на мой взгляд. На рынок он представлен в 3 цветовых решениях: желтый, синий и классический черный, который и попал сегодня ко мне на обзор. Пластик спинки глянцевый и зеркальный, что не на руку тем пользователям, которые не любят какие-либо видимые загрязнения на поверхности тыльной панели. Впрочем, если не обращать внимания на вечно покрытую отпечатками пальцев спинку, то без чехла пользоваться смартфоном вполне комфортно. В руке он практически не скользит. Плоские грани корпуса также добавляют плюсов к эргономичности и в целом смотрится очень приятно. На торцах традиционно разместились все органы управления. С правой стороны у нас качели регулировки громкости и кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатка пальцев. Снизу разместились разъем для зарядки, динамик и микрофон. Ну и на противоположной грани второй стереодинамик, ИК-порт, аудиоджек и опять же микрофон. Далее дисплей. И здесь сразу хочется отметить шаг вперед по сравнению с прошлогодним Poco M3 Pro. Одна из сильных сторон смартфона – AMOLED дисплей на 6,43 дюйма. Благодаря уменьшенной диагонали экрана смартфон получился относительно компактным, за счет чего удобно лежит в руке. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+, и кадровую частоту 90 Гц. Это не самый лучший показатель, но редко в бюджетном девайсе можно встретить экран с большей герцовкой. Максимальная яркость дисплея на улице вполне приличная, а цвета яркие и четкие. Сенсорный отклик также быстрый и плавный, поэтому взаимодействие с аппаратом не вызывает раздражения. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3, а также уже из коробки наклеена защитная пленка. Также стоит упомянуть, что теперь владельцы доступного M4 Pro смогут порадовать себя Always On Display. Однако, как это повелось еще с Redmi Note 10 Pro, в бюджетниках AOT работает исключительно в течение 10 секунд, а затем выключается. Вероятно, недорогой AMOLED все-таки не заточен на длительную работу дисплея и склонен к выгоранию при использовании статичного изображения. Так что производитель решил во избежание данной проблемы программно сократить время работы Always On Display. По большому счету, лично мне каких-то ярких эмоций экран Poco M4 Pro не дал, но и придраться по сути не к чему. Достойный бюджетный AMOLED с повышенной герцовкой отлично себя показывает как при повседневном использовании, так и в играх, а большего от него ожидать и не стоит. И, пожалуй, самое время поговорить о производительности. Сердцем M4 Pro выступает 8-ядерный 12-нанометровый MediaTek Helio G96. Процессор достаточно свежий и уже успевший показать себя в серии Redmi Note 11.
И по существу, помня о стоимости смартфона, к чипу от МТК довольно сложно придраться. Впрочем, он и не претендует на какие-либо лавры, просто работает и старается выжать максимум. Ожидаемо некоторые микрофризы и топорная анимация в интерфейсе периодически дают о себе знать, но каких-то глобальных подтормаживаний и зависаний при повседневном использовании за все время теста я не словила ни разу. И, пожалуй, если бы я перешла на Poco M4 Pro с того же Redmi 10, обзор на который был у нас на канале не так давно, то мне все эти микрофризы и вовсе казались бы незначительными и не так бросались в глаза. Для ценителей синтетических тестов я, конечно же, провела и их. Так в Antutu Poco M4 Pro выдал чуть меньше 310 тысяч баллов, что довольно неплохо, на мой взгляд. В тротлинг-тесте Proц показал себя еще лучше. В обычном режиме после 10 минут постепенно начинаются просадки до 80%. В игровом режиме Game Turbo ситуация более стабильная. M4 Pro уверенно держится на уровне 90-95% на протяжении 30 минут. При этом смартфон практически не нагревается. Аналогичная ситуация с нагревами в играх. Даже в ресурсозатратный Genshin Impact M4 Pro оставался чуть теплым. За час игры на рекомендованных минимальных настройках смартфон не сбрасывал яркость, не зависал и достаточно стабильно держался на уровне 30 FPS. Игровая сессия в PUBG на минимальных настройках показала уверенные 40 кадров в секунду на протяжении практически всего игрового отрезка. Такую же стабильность показала нагрев процессора. Температура все время держалась между 40-43 градусов, корпус был еле теплым в районе камеры. В целом, играть на Poco M4 Pro было на удивление комфортно, пусть и на минимальных настройках. Лично я от 12-нанометрового процессора ожидала более высокого нагрева и меньшей энергоэффективности. А по факту была приятно удивлена, что и при повседневном использовании, и под нагрузкой смартфон держится стабильно на достойном уровне. Что ж, после всех тестов производительности самое время поговорить про автономность. Большая батарея емкостью 5000 мАч – это уже фирменная фишка бюджетных смартфонов, которая обеспечивает девайсы достойным временем автономной работы и иногда превосходит даже некоторые более дорогие модели производителя. При повышенной герцовке экрана, в режиме использования интернета, мессенджеров и потоковой музыки смартфон легко живет без подзарядки в среднем 1,5-2 дня. А вот активная работа сокращает это время. Так, например, когда мы делали синтетические тесты, готовили фото и видео для обзора, играли около 3 часов и смотрели видео на YouTube, только к ночи Poco M4 Pro попросился на зарядку. Так что при интенсивном использовании смартфона на один световой день можно рассчитывать смело. Плюс не стоит забывать и про поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. Это, конечно, не самый внушительный параметр в наше время, но со своей задачей справляется на отлично. Смартфону стабильно требовалось чуть больше часа для восполнения заряда от 0 до 100%. В целом, к автономности лично у меня вопросов и претензий нет. Связки с AMOLED-дисплеем 5000 мАч обеспечивают действительно уверенный показатель автономности среди бюджетных смартфонов. Еще один момент, на который обращают внимание многие пользователи при выборе смартфона – это камера. На данный момент различие между камерами высокого и среднего класса становится еще более запутанным, потому что количество мегапикселей не всегда соответствует высококачественному контенту. И Poco M4 Pro, пожалуй, яркий тому пример. Для фотосъемки в смартфоне предустановлена тройная камера с 64-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макродатчиком. Основная камера хорошо справляется со своей задачей при достаточном освещении. Детализация на достойном уровне, но еще есть над чем работать. Цвета на фотографиях почти всегда получаются естественными. Так что при идеальном свете претензий к камере Poco M4 Pro практически нет. А вот в сумерках все не так однозначно. И от случая к случаю цветопередача и баланс белого играют как смартфону вздумается. Что, впрочем, не отменяет того, что порой получаются интересные и красивые кадры, годные даже для соцсетей, где не так важна детализация. С ночными кадрами ситуация чуть похуже, и детализация явно страдает. Все-таки небольшой модуль не способен захватить достаточно света для качественных ночных снимков. Что касается сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камеры, она демонстрирует более скромные результаты, и детализация после приближения далека от идеала. Ширика в M4 Pro вполне достаточно для создания живописных снимков при хорошем освещении, но возлагать особые надежды на объектив все же не стоит.
2-мегапиксельная макро и вовсе здесь играет роль затычки, и результат получается ничем не лучше, чем на основную камеру. Так что даже отдельно останавливаться на этом не буду, вы сами все прекрасно видите. Видеосъемка в новинке имеет максимальное разрешение лишь 1080p при 30 кадрах в секунду. Также, разумеется, и оптическую стабилизацию здесь ждать не стоит, ее замещает уже привычная для бюджетника цифровая. Кстати, работа цифровой стабилизации оставляет желать лучшего. Даже при достаточном освещении картинка на видео начинает заметно плыть. При этом цифровой стаб всегда активен и не имеет возможности отключения в настройках. Но что интересно, отключается она автоматически при активации фильтров и эффектов, но при этом разрешение видео снижается до 720p. Так что в условиях недостаточной освещенности видео получаются никакие, и видеосъемка это, пожалуй, одна из слабых сторон этого смартфона. Из прочих моментов пару слов о звуке и вибрации. Стерео здесь, как это принято говорить, полуторное, и звук заметно завален на нижний динамик. Даже для такого непривередливого меломана, как я, звучание показалось недостаточно объемным и плотным. Но опять же, как для бюджетника, звук здесь достаточно чистый и не размазанный. Аналогичная ситуация и с вибро. В новинке установлен явно простенький вибромотор, который звезд с неба не хватает. Впрочем, ожидать от бюджетника вибро на уровне флагмана было бы несколько наивно. Также, разумеется, M4 Pro оснащен чипом NFC. Срабатывают бесконтактные платежи стабильно и без проблем. Ну и наконец горячая тема для многих пользователей Xiaomi – датчик приближения. В M4 Pro установили улучшенный виртуальный датчик приближения, что дало свои результаты. Здесь он срабатывает на порядок лучше, по сравнению с тем же Poco F3, например. И даже если зажимать смартфон плечом под углом, 8 из 10 раз экран гаснет и не допускает случайных нажатий. Но до стабильности оптического датчика все же не дотягивает. Что ж, подведем итоги. Poco M4 Pro стал типичным представителем смартфонов бюджетного класса, который не предполагает каких-то сверхвнушительных апгрейдов в сравнении с предыдущим поколением. По сути дела, это тот же Redmi Note 11s с небольшими модификациями. Однако это не отменяет определенные улучшения по сравнению с предшественником M3 Pro. AMOLED-дисплей, чуть лучшая камера и 33-ваттная зарядка на смену прошлогодней 18-ваттной, плюс новый дизайн. Автономность и производительность опять же не подкачали, а с учетом стоимости новинки в районе $180, мне кажется, это вполне неплохое решение для невзыскательного пользователя, который не готов отдавать за смартфон свыше $200. И, пожалуй, выбирая между M4 Pro и Redmi в этом ценовом диапазоне, я бы остановила свой выбор на Poco. Друзья, а что думаете вы о новом Poco M4 Pro? Делитесь своим мнением в комментариях, ну и конечно же ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных обзоров, сравнений и инструкций по Xiaomi и MIUI. Спасибо за просмотр, пока-пока!